Всем привет! Вы на канале 88 клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. В сегодняшнем видеоролике я вяжу стильную функциональную сумочку из трикотажной пряжи. В этом сезоне очень популярна бахрома. Ей декорируют все предметы гардероба и аксессуары. Я добавлю необычную бахрому к своему изделию. И это изделие дополнит любой стильный образ вашего гардероба. Я приготовила утяжку из кожзама, короткую ручку, длинную ручку-цепочку, 2 разъемных кольца карабина и трикотажную пряжу бисквит. 100% хлопок в 100 метрах 330 грамм. Все необходимые ссылки для приобретения материалов и инструментов, а также свой промокод на скидку я оставляю в описании под этим роликом. Вязать буду крючком номер 6. Приступим к работе. Для того, чтобы нить в полотно поступала ровно и аккуратно, клубок я подматываю на опоре. Можно установить его в корзину-клубочницу. Для начала вязания создаю кольцо, набрасываю нить на ладонь, оборачиваю, минуя мизинец, вставляю крючок под нижнюю нить и подхватываю верхнюю. В образовавшуюся петлю провязываю первый столбик. Далее в кольцо мне необходимо провязать в общей сложности 8 столбиков, то есть еще 7. Подача нити скруткой вверх, второй столбик, третий и так далее. Складываю кольцо жестко пополам и плотно затягиваю началом вязания. Петли смыкаются в круг. Соединение рядов будет одинаковым из ряда в ряд. Вынимаю крючок, вставляю в первую поперечную кромочную косу с изнанки на лицо. Подхватываю петлю и увожу на изнанку. Выворачиваю, равняю круг. Далее вставляю крючок в соединение между рядами. Вставляю в петлю, уведенную наизнанку, подтягиваю рабочую нить и провязываю на лицо первый столбик следующего ряда. Узор моего полотна — столбики без накида. Сейчас необходимо навязать круг нужного диаметра. В каждом следующем ряду будет плюс 8 столбиков, то есть 8 добавлений. Так как в первом ряду было 8, в следующем будет 16. В каждую точку для провязывания я провяжу по 2 столбика. Добавлю в первую точку в конце ряда. Сейчас вставляю в следующую точку, подхватываю край начала, за обе дужки кромочной косы, вывожу первый столбик и туда же второй, то есть добавляю. Далее то же самое, следующая точка, и в нее провязываю 2 столбика без накида. Не затягиваю полотно и аккуратно провязываю петлю за петлей. Так вяжу до конца ряда. Не забываю, что в конце ряда последнее добавление в точку начала. И последнее, 8-е добавление в ту же самую точку, в которую я провязывала первый столбик в этом ряду. 16 петель в круг, готово. Первая поперечная кромочная коса, вставляю крючок с изнанки на лицо, увожу петлю на изнанку. Далее вставляю крючок в соединение между рядами и в эту петлю. После чего образую первый столбик следующего ряда. Готово.
третьем ряду также 8 добавлений через одну точку. Первая точка провязана, в нее в конце ряда добавления делать не буду. Делаю добавление в следующую точку. Провязываю 2 столбика за обе дужки кромочной косы. Далее снова одиночный столбик без добавления. И снова 2 столбика в одну точку. Добавляю. Получается чередование. Одиночный, двойной, одиночный, двойной. Так до конца ряда. Последнюю точку третьего ряда также провязываю 2 столбика без накида. Можно проконтролировать, пересчитав двойные провязывания, то есть добавления 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Из ряда в ряд их должно быть одинаковое количество. Соединяю ряд. Далее необходимо следить, чтобы добавление не приходилось на добавление прошлого ряда, так как образуются ненужные углы по полотну. Я вывела первый столбик 4-го ряда. В следующем ряду буду делать добавления в точки, которые идут сразу за добавлением предыдущего ряда. Это точка над добавлением, это первая точка после добавления. Таким образом буду себя контролировать, чтобы не запутаться, и просчитывать добавления в конце каждого ряда. Первая точка также идет за добавлением прошлого ряда, но в нее добавление я провяжу в конце ряда. Итак, одиночный столбик, далее снова одиночный столбик. И следующая точка, в которую я планирую провязать 2 столбика. В каждом следующем ряду расстояние между добавлениями будет увеличиваться на 1 столбик. В 3-м ряду был 1 столбик между добавками, в 4-м 2, 1, 2 и на 3-ю точку провязываю 2 столбика в одну точку. В следующем 5-м ряду будет уже 3 одиночных столбика между добавлениями и так далее. Напоминаю, 4-й ряд заканчивается добавлением, то есть я провязываю еще 1 столбик в точку начала. Готово. 1, 2, 3, 4 ряда, соответственно по 8 столбиков, 32 петли в круг. Соединение ряда по аналогии провязываю 5-й ряд, где между добавлениями у меня уже 3 одиночных столбика. Формирую первую петлю. В начале каждого ряда я нахожу добавление прошлого ряда. Это та точка, в которой я нахожусь. То есть вот 2 петли в прошлом ряду провязаны с одной точки. Значит, добавление делаю в следующую точку. 2 столбика. И далее отсчитываю или ориентируюсь на добавление прошлого ряда. 8 добавлений в круг. По окончанию 5-го ряда будет 40 петель в круг. У меня провязано 6 рядов, 48 петель в круг. Размер моей заготовки 17 сантиметров. Далее продолжаю вязать ряды без добавлений. В каждом следующем ряду у меня будет сохраняться 48 петель. Слежу за подачей нити, не вытягиваю петлю, которая образует кромочную, то есть очень компактно ее провязываю, а сам столбик вытягиваю достаточно свободно. И снова компактно кромочная коса
и свободно столбик. Для того, чтобы полотно не получило дополнительный объем и отверстие по стенкам изделия. Продолжаю вязать ряд за рядом. Контролирую подачу нити, количество петель в ряд. Сейчас у меня провязано 15 рядов от донышка без добавлений. Глубина моей торбы 18 сантиметров. Теперь я провяжу ряд, который позволит легко вставить утяжку и смягчит полотно для того, чтобы легко и просто стягивать его. Я уже продела петлю наизнанку, делаю рабочей нитью накид. Вставляю крючок в соединение, в петлю, подхватываю и провязываю накид и петлю вместе. Готово. Теперь воздушная петля. И далее одну точку для провязывания я пропускаю, накид, в следующую полустолбик с одним накидом. Снова воздушная петля, накид, одну точку пропускаю, в следующую полустолбик с одним накидом. И так до конца ряда. Воздушная, пропускаю, следующую полустолбик. В конце ряда делаю соединение, заканчивая его воздушной, в первую горизонтальную петлю ряда. И теперь провязываю ряд столбиками без накида в том же количестве по кругу. В шляпку столбика и в окошко вставляю крючок и вывязываю столбик. Далее снова шляпка столбика и окошко. Количество петель в круг у меня сохраняется. По окончанию ряда с небольшим запасом отрезаю нить. Вытягиваю петлю и делаю незаметное соединение. В первую кромочную косу увожу нить наизнанку. Далее возвращаю ее в исходную петлю наизнанку, где прячу. Фасадом изделия может остаться лицевая гладь. Или можно вывернуть изделие с изнанки, оно смотрится необычно и аккуратно. Я уже приготовила 12 отрезов пряжи по 2 метра. Что я делаю? Через одно отверстие вставляю 2-метровую нить. Равняю края. И завязываю плоский узел. Сначала левая нить сверху, подтягиваю, отцентровываю. Теперь правая нить сверху. Таким образом получается аккуратный узелок. Следующую нить вставляю через один, не рядом, а в следующий. Делаю так, чтобы скрутка нити была внутри. Равняю края. И тоже завязываю плоский узел. Левая нить сверху. Теперь она же оказалась правой, правая нить сверху. И аккуратно подтягиваю. Так по кругу.
Продолжаю вязать узлы плоские, но уже ячейками. Размер ячеек определяйте самостоятельно. Я хочу средний, чтобы получилось, ну, 2,5, наверное, ромба на всю высоту сумки. Здесь по тому же самому принципу. Беру нити из двух разных узлов. Сначала левая идет сверху. Подтягиваю, чтобы края были одинаковые. Теперь правая сверху. И формирую узелок. Пока он еще не сильно затянут, можно его отрегулировать. И так далее по кругу, ряд за рядом. Потом буду связывать между собой точно так же с разных узлов, с краю взятую одну нить и вторую. Стараюсь повернуть полотно так, чтобы скрутка оказывалась внутри. На лице была только лицевая часть. Сумочка получилась стильная и необычная, при этом компактная и очень вместительная. Напоминаю, под донышку 15-16 сантиметров, общая глубина изделия 22 сантиметра. На конце бахромы я завязала узелки. На ваше усмотрение можно подрезать и подровнять. Прекрасно будет смотреться из трикотажной пряжи или полиэфирного шнура любого цвета. Свою скидку и ссылку на приобретение материалов для вас оставляю в описании. Чтобы сделать изделие ярче и выразительней, сетку бахрому можно выполнить в контрастном цвете. На изделие моего размера ушло 450 грамм пряжи бисквит. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, будет много интересных видео. Всем пока!